Так, Лариса пишет, что только что на экзамене ЕГЭ, профиль математика, ученик вышел, даже не приступая ко второй части. И на вопрос, ну какова тогда была цель сдачи такого экзамена, ответил: мама велела. Это цель ученика, спрашивает Лариса. Ну, на самом деле, вы же сами как бы ответили устами ребенка, что это цель была мамы. И вот мы вчера уже начали говорить о заказчиках образования. И уже хотя бы попытались развести, что есть разные субъекты, которые определяют цели образования. Это мама, безусловно, она одна из основных заказчиков образования своего ребенка. Сам ребенок, конечно же. Даже бабушка, дедушка и даже умершие прабабушки, они тоже являются заказчиками образования этого человека. Вот, на самом деле род заказывает продолжение себя. Это условие его существования, любого рода. И он, как и любой исторический организм, как бы имеет желание продолжаться. Поэтому здесь вопрос-то я бы так перефразировал вашу, Ларисе, я сейчас отвечаю. Сколько в целях ребенка, в данном случае сдавать экзамен, его собственных целей, и сколько маминых? Вот если маминых 100%, а ребенка нету никаких, значит просто им манипулируют. То есть данный ребенок является предметом манипуляции со стороны остальных заказчиков образования. То есть им командуют учителя, там чиновники, мама тоже подключается в команды в эти, а его самого нету. И получается, что его внутренний потенциал находится вне официальной системы его образования. То есть налицо та проблема, которая в философии называется отчуждение человека от собственной деятельности. Что она означает? Это означает, что формально ребенок находится там в школе, сдает экзамены или там не сдает их, вот, а реально его человеческая сущность, она не образовывается, по крайней мере, в том направлении, которым могла бы, в котором у него потенциально есть способности. И он, этот ученик в данном случае, учится чему? Учится изворачиваться, сдавать, списывать эти экзаменационные вопросы и так далее. То есть он обучается не предмету, а тому, как обойти вот эти вот, значит, чужие требования, не соответствующие его желаниям. То есть очевидно, что это, конечно же, результат, но он не соответствует образовательному потенциалу ребенка. То есть с ним работает и мама, и школа, не как с сущностью, не как с человеком, а как некоторой вещью, которую они хотят под свой лад подстроить. Это, конечно же, насилие и над личностью, и над человеком. Вот. И в данном случае и мама является насильником, и школа, которая так поступает. Вот. И с насильниками, вообще-то говоря, это, я бы сказал, преступление даже, может быть, еще более серьезное, потому что одно дело насилие, там, не знаю, там, над телом, кто-то там ударил кого-то, да, это синяк заживет. А вот насилие над сущностью человека, над его разумом, над его чувствами, оно более серьезное. Поэтому преступление перед человеческой сущностью, насилием ее, более серьезное, чем над физической сущностью.